Привет, армия! Сегодня я расскажу вам про космос, а иначе про то, как космос используется в современных войсках. Покорение космоса во многом происходит благодаря интересам военных. Даже первый искусственный спутник Земли в первую очередь демонстрировал возможность накрыть территорию США советскими ракетами, а уж потом мощь человеческого гения, преодолевшего силу земного притяжения. Спутников военного назначения на орбите много. Точное количество рядовым гражданам знать не положено, но сам факт наличия на орбите спутников-шпионов никто не отрицает. Однако пока это спутники наблюдения и связи. Очень редко в отношении некоторых аппаратов возникают подозрения, что они обладают каким-то атакующим потенциалом. Поэтому пока космос можно считать условно безоружным. Правда, условно и, к сожалению, пока. В сентябре в рамках ООН состоялось голосование по российской резолюции о неразмещении оружия в космосе. Инициативу поддержали 122 страны, воздержались 47. Против выступили США, Израиль, Грузия и Украина. Это голосование наглядно демонстрирует, какие из существующих стран меньше всего хотят нарушать установленные правила. Ведь самый простой способ сохранять законность собственных действий – не принимать законов, которые впоследствии собираешься нарушить. Неизвестно, что, а главное как, собираются разместить на орбите Грузия и Украина. Некоторые сомнения есть и по поводу Израиля. А вот тот факт, что Соединенные Штаты не перестают рассматривать ближний космос как вероятную зону боевых действий, можно считать очевидным. Основным документом, определяющим внешний вид современного космического оружия, является подписанный еще в 1967 году Договор о космосе. Согласно этому документу, запрещается размещение в космосе ядерного оружия или любого другого оружия массового поражения. В связи с подписанием этого договора Советский Союз, например, вынужден был прекратить разработки орбитальных ракет. Грозное, надо сказать, оружие. Ракета выводила боеголовку на околоземную орбиту, откуда та могла ударить по США с любой стороны, чем вынуждала американцев создавать круговую систему дальнего обнаружения. До этого документа Соединенные Штаты и Советский Союз провели по серии испытаний ядерных зарядов в околоземном пространстве. Результаты оказались многообещающими. На значительном расстоянии от взрыва нарушалась работа радиосвязи, телефонных сетей и средств высокочастотной связи. Самым высотным своим взрывом американцы даже умудрились вывести из строя 7 спутников. На тот момент это была треть всей орбитальной группировки, так что затея явно удалась. Однако в соответствии с договором ядерные взрывы в космосе прекратились. Но на обычной системе вооружений ограничений нет. Поэтому всяческие лазеры космического базирования, орбитальные пушки, спутники-диверсанты и прочие интересные конструкторские разработки сохраняют актуальность до сих пор. Чего только не понаконструировали за последние полвека. Простейший вариант – ракеты Земля-космос. Если можно ракетой вытащить спутник на орбиту, то логично ракетой же его избивать. Схема ожидаемо оказалась жизнеспособной. Гарантированного поражения мишени добился уже и Китай. На ниве лучевого оружия особых успехов добиться не удалось. Поражающий фактор лазерного луча – тепловой. Основные проблемы – фокусировка луча, энергоемкость и охлаждение излучателя. Второй и третий вопросы можно попытаться решить за счет использования одноразовых излучателей. Например, с ядерной накачкой. Такой проект существовал в недрах американских КБ, но в реальность так и не воплотился. Теперь же с запретом на орбитальные ядерные взрывы разработку этого вида космического оружия можно отнести к малореальным событиям. Зато старое, доброе кинетическое оружие работает и за пределами Земли. Тут наши конструктора потрудились на славу. Взять хотя бы спутник-перехватчик Союз-П, вооруженный ракетами Космос-Космос малой дальности, или орбитальная пилотируемая станция Алмаз-2, более известная под своим гражданским именем Салют-3.
На этой станции была установлена модифицированная авиационная пушка АТУ-22, получившая в космическом варианте наименование Р-23М «Картечь». В январе 1974 года оружие испытали, успешно поразив мишень на расстоянии 1,5 километров от станции. Правда, для компенсации импульса пришлось включить двигатели, а прицеливание осуществлялось поворотом всей станции. Но в целом испытания показали жизнеспособность конструкции. После распада Советского Союза страсти поутихли. Штаты больше не видели серьезных противников в околоземном пространстве. А что было у нас, вы и сами знаете. Но окончательно от идеи космического оружия не отказались. На рубеже веков в США стартовала программа создания беспилотного орбитального самолета Boeing X-37. Этот, похожий на уменьшенную копию шаттла, аппарат суммарно провел в космосе больше 3 лет, при этом регулярно возвращаясь на Землю и стартуя обратно. В мае этого года начался 4-й полет Boeing X-37. Что он делает на орбите, неизвестно. Программа засекречена. Но возможности у корабля солидные, от наблюдения за поверхностью до инспектирования космических аппаратов. В свою очередь, американцы настороженно косятся на наш объект 2014-28Е. Уж очень подозрительно он перемещается. Точной информации опять-таки нет, но нашему спутнику приписывают разнообразные возможности. От манипулятора и кинетического оружия до возможности дистанционного перехвата управления интересующими объектами. Россия сегодня продвигает проект договора о предотвращении размещения оружия в космосе, применение силы или угрозы силой в отношении различных космических объектов. Логичный подход, ведь не допустить размещения ударных систем в космосе куда проще, чем потом чистить околоземное пространство от выведенного туда оружия. Эту инициативу поддерживает Китай и в принципе одобряют другие страны. В то же время Соединенные Штаты категорически не готовы связывать себе руки подобными договоренностями. По всем понятиям это однозначно говорит о намерении наших заокеанских партнеров милитаризировать космос. Отец американской космонавтики Вернер фон Браун предупреждал, что следующим поводом протащить оружие в космос станет борьба с астероидами. С одной стороны, нынешние технические возможности не позволяют эффективно бороться с подобными космическими угрозами. С другой, уже сейчас видны первые попытки приучить человечество к этой мысли силами кинематографа. Вероятно, вскоре мы сможем наблюдать масштабную операцию по сбору средств на защиту планеты от астероидной опасности. И можно не сомневаться, что в роли спасителей человечества попытаются выступить Штаты. Это не только реальный шанс вывести оружие в космос, но и возможность в очередной раз решить свои финансовые проблемы силами других стран. А кто не скинулся, тот враг человечества со всеми вытекающими. Спасибо за просмотр. С вами было Искусство войны. Оценивайте видео, комментите и подписывайтесь, если вам понравился данный видеоконтент. Все, не буду больше тратить ваше время. Пока.